зашила по заказу вот такую наволочку на подушку. Наволочку с запахом или наволочка-конверт. Они есть простые, без вот этих рюшечек. Меня опять попросили сделать еще одну такую подушку. Что мне понадобится для такой подушки? Ее сделать очень легко и быстро, если без рюшечек. С рюшечками это плюс еще 10 минут. Мне понадобится ткань. Ширина подушки 50, поэтому я выкраиваю 52 сантиметра в ширину. И в длину она 70. Длина этого отворота 20-22 сантиметра. Если больше, то потом неудобно натягивать подушку. Для начала я всегда делаю подгиб с одной стороны и с другой. И тогда уже я знаю потом размеры подушки. Мне понадобится вот такое кружево. Так как подушка 50 сантиметров шириной, то мне нужно где-то 65 сантиметров, так как я еще и присборила это кружево. И также я его обрабатываю сразу по бокам, чтобы вшить. И вот такое кружево, оно сгибается очень хорошо с двух сторон. Я его буду пришивать. Сначала пришью с одной стороны, с изнаночной, переверну, сделаю подгиб и пришью сверху. Но обо всем по порядку. Для начала я вшиваю вот это кружево в этот загиб. Чтобы не отрезать, я буду вшивать в середину, потому что можно отрезать, если у вас нет материала, и потом выкроить 23 сантиметра и пришить. Я буду делать по-другому, так как я сделала в этой наволочке. То есть, чтобы ее потом не обрабатывать, вот она в середине получается вшита. Как это сделать? Просто прикладываем по середине. Я отмерила, здесь у меня вот 23 сантиметра. Я отмерила 21,5, вот сюда в серединку мы ее будем прикладывать. То есть нам надо ширина вот здесь 2 сантиметра. Я вот так прикладываю. И еще такой нюанс. Так как у нас здесь будет шов 1 сантиметр, то мы сразу делаем отступ 1 сантиметр и начинаем шить отсюда. Я ее прикладываю сразу с другой стороны, отступив 1 сантиметр, и уже присбориваю по длине и пришиваю. Я пришила уже кружево на машинке. Подровняю немножко вот этот край. Теперь мы складываем эту ткань вовнутрь. И там, где у нас шов, чуть-чуть выше прокладываем строчку. Вот как это будет выглядеть. Чтобы пришить вот это ровное кружево, отмеряем 10 сантиметров по всей ширине. Теперь смотрим, где у нас лицевая и изнаночная сторона. И изнаночной стороной вверх прикладываем и закрепляем булавками. Я вот здесь даже разметила мелом. Можно размечать мылом. Я это часто делаю. И вот так по всей длине мы пришьем. Тогда, когда мы вывернем, у нас будет вот такая пришитая лента. И потом мы подвернем вот этот край и пришьем сверху. Я прошила на швейной машинке, проутюжила, чтобы у нас было ровно. И теперь заворачиваю вот этот край и также прошиваем его на машинке. Пришили это кружево, верх у нас готов. То есть вот этот подгиб уже готов. У нас подушка должна быть в готовом виде вот так. Что мы теперь делаем? Мы находим середину, выворачиваем на изнаночную сторону. Вот этот наш запах. А вот середина подушки, вот она должна быть у нас вот этой длины. Лицевой стороной к лицевой стороне сложили. И теперь аккуратно, так как у нас здесь в уголке, мы не должны сшить кружево с подушкой. Заворачиваем. Вы даже можете прикрепить вот так это кружево булавкой. Заворачиваем. И уже вот этот сантиметр мы прострачиваем на швейной машинке и обрабатываем на оверлоке. Я буду обрабатывать сразу на оверлоке, так как у меня там есть шов, который сразу обметывает и сшивает.
Этим швом также сшивают и джинсовые брюки. Я складываю вот таким прямоугольником. Как видите, у нас не пришились края кружев. Вот такая наволочка у нас получилась с запахом, с таким конвертиком. Такая наволочка на подушку подходит под разные подушки. Я, например, тоже шила такую наволочку на подушку с Икея. Хоть она немного твердая, но тем не менее такая наволочка подходит и для нее. Надеюсь, этот урок был для вас полезным. Если у кого-то остались вопросы, задавайте в комментариях. Я с удовольствием отвечу. Будьте здоровы и благополучны. Всем пока-пока. С вами была Наталья Шевчук и канал «Рукоделие своими руками».